Так, очередной рецепт у нас шаурмы. Рецепт относительно быстрый, но очень вкусный. Луковица под размер, под количество мяса. Он начал уже прорастать. Это я убираю все лишнее. Так, это я оставляю. Невкусное отрезаю. Оставляем. Нарезаем полукольцами. Нож острый. В доме любовников не бывает. Давайте вот так. Делаем то же самое. В принципе, лук начал прорастать. Это тоже вкусно, я люблю. Так. Нарезаем. Так, это лишнее. Лишнее. В наших условиях приходится на всем экономить, поэтому все, что можно съесть, мы едим. Все, что можно спасти, мы, как говорится, спасаем. Так. Все. Это сюда. Это филе куриного бедра. Я нарезаю его вдоль. Оно немножко подморожено, поэтому нарезать его будет немножко проще. Доска двигается, но ничего страшного. На скорую руку. Так, все нарезали вдоль. Кладем в наше мясо. Да, ребят, как вы поняли, что мясо мы будем сейчас мариновать. Так. Будем делать вкусную шаурму. А на огне она будет, на углях, еще вкуснее. Так. Что у нас есть? Соль. Солим по вкусу. Так, любимая приправа. Уксусная кислота. Все правильно. Я сегодня решил сделать с уксусом. Чуть-чуть. И добавлю холодной воды, чтобы разбавить уксус. В специях уже имеется все необходимое. Поэтому сейчас я просто размешиваю. Все, что находится здесь, это будет у нас жариться. И лучок. Лучок у нас будет даже не жариться, он будет добавляться просто отдельно в этом маринаде. Но все по ходу. Все, ребят, оставляем на несколько часов. Кладем кислый, соленый, вкусный. Сейчас выкладываем маринованный лук, в котором мариновалось наше мясо. Свежий помидор, не бочковой. Нарезаем. Достаточно. Это домашний бочковой огурец. Давайте я его нарежу вдоль.
не стал его резать кружками. И не стал я подкладывать тряпку на разделочную доску. Хотя в ранних видео я давал совет, чтобы доска не крутилась. Можно подложить влажную тряпочку, и тогда доска не будет ходить ходуном. У меня осталось немножко свежего огурца. Отрезаем. Угу. Это мы выкидываем. И нарезаем. Но здесь можно нарезать его такими полукружками, наверное. Толщина нарезки особо на ваш вкус. Когда вы покупаете шаурму там где-то, у них стоят аппараты для нарезки, поэтому там сами вот эти вот дольки, они прям тоненькие-тоненькие. И, как я уже говорил ранее, себестоимость самой шаурмы, она просто копеечная. То есть, там где-то рублей 30 уходит ее изготовить, а вам продают ее по 150 рублей. На всю кухню стоит аромат маринованных овощей. Ну и даже не то, что маринованных, но даже и свежих. Считай, у нас маринованный лук и огурцы, и плюс у нас свежий помидор и свежий огурец. Сейчас мы пожарим мясо до золотистой корочки и добавим еще пару ингредиентов, которые, по сути, мне нравятся. Да, конечно же, соус это в том числе. Как же шаурма без соуса? Мясо наше обжарилось. Убираем его со сковородки. Без жирка максимально стараемся как-то не класть. Мясо не сухое, потому что оно вымочено было в уксусе. И в этом жирку сейчас, в мясном, я буду обжаривать еще один ингредиент. Следующим ингредиентом будет картофель. Да, ребят, шаурму надо чем-то наполнять, чтобы она была более сытная, более вкусная. Также я ее нарезаю, как и все прошлые разы, на брусочки, как в Макдаке. Ну, короче, как в любом фастфуде, общепите. Вот. Мукбанка не будет, потому что пока тем новых никаких нету. Поэтому пока я делаю нарезку, я думаю, что есть какое-то время, сколько-то там минут, поговорить просто так сказать, занять эфирное время. Так, ну что, выкладываем на нашу сковородку. Сделал немножко огонь я посильнее, чтобы растопить наш жирок. Сейчас буквально пару секунд. Угу. Картошка, конечно же, вся не поместится в нашу шаурму, но я возьму ровно столько, сколько надо. В этот раз я ее буду жарить чуть-чуть по-другому. Ну как, все так же, просто я добавлю сюда пару ингредиентов при жарке. Все, мы ее запечатываем, чтобы она не распарилась. Сейчас я добавлю чуть-чуть растительного масла, чтобы был такой, ну как фритюр, что ли, гриль. Угу. Все, пожарится. Давайте собирать нашу шаурмяшу. Лаваш. Он у меня последний. Поэтому... Так, последний. Порвался.
Придется как-то импровизировать, наверное, ребят. Угу. Ну, давайте. Мясо. Ну, давайте делать тогда маленькую, чтобы ее как-то закатать, наверное. Давайте мы ее сделаем вот так. Так, маринованный лучок. Чуть-чуть. Такая будет в этот раз микро шаурма. Так. Угу. Что-то я... Давайте пару огурчиков. Несколько долек помидорки. Несколько долек свежего огурчика. Я выберу потоньше, где нарезано, чтобы как-то вот не утолщать. Так, и нашу жареную картошечку. И, как я обещал, будет еще пару ингредиентов. Так, картошку я не солил, потому что соленое мясо, соленые огурцы. Так, обещанный мой ингредиент. Так, ингредиент. Чуть-чуть посыплю еще той приправой, в которой я мариновал мясо. Для пряностей. Достаточно. И соус. Соус к мясу. Производителя я убрал, но на него была такая шикарная цена, там 20 рублей. В крупном сетевом магазине. Я пробовал на вкус, он такой кисло-сладкий, то есть не сильно соленый, как это были предыдущие. И вот сейчас мы добавим наш соус. Это не кетчуп, сразу говорю. Но мне нравится данный производитель на самом деле. Вот, вот так вот. Понажористее пусть будет. Давайте закручивать. Так, ну, наверное, немножко порвался. Давайте, ребята, импровизировать. Импровизация. Он будет похож на ролл. Ничего страшного. Мы готовим дома, не на продажу. Так, сковородка наша уже разогрелась. Кладу я наш батончик на раскаленную сковородку, так сказать, чтобы разогреть. Кстати, вот эта шаурма по себестоимости, она получается еще меньше. Там, наверное, рублей 20, если не 15, потому что обычно я делал из всех тех продуктов, которые у меня остались. Она просто была огромная. То есть, если вы посмотрите более ранние видео, там просто нереально большая. И когда я ее съедал, я просто объедался. А сейчас, по сути, то, что останется, я позавтракаю завтра. А вот это, конечно, сейчас. Так, дегустация. Конечно же, дегустации не будет, но мы посмотрим на разрезе, что у нас получится. Пока подогревается наша шаурма, я вам покажу мой завтрашний, так сказать, завтрак. Прям быстро. Мясо, картофель, маринованный лук, свежий помидор, маринованный огурец, свежий огурец. То есть вот это я завтра буду кушать, а я боялся, что на завтра у меня нечего будет кушать. Все, шаурма готова, я ее достаю. Вот такая она получилась. Да? То есть такой вот батончик с шаурмой. Это мы сейчас, давайте мы отрежем и посмотрим, что у нас будет в разрезе. Берем нож.
Да? Но, ребят, ну как в шаурмяшной. Гляньте, она весит грамм, наверное, 100. Ну, максимум 150, потому что у меня прошлый весили, я на весах мерил 350 грамм. Поэтому фото на память. И, ну да, фото на память. И, как говорится, пожелайте мне приятного аппетита.